Здравствуйте, дорогие друзья. 14 октября, а точнее сказать 1 октября по церковному календарю, церковь празднует Богородичный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Это вспоминание такого исторического события, что во время осады Константинополя врагами в Блахернском храме в городе, пока шла служба всенощная, два юродивых, Христа ради юродивых, Андрей и Епифаний, получили такое явление Пресвятой Богородицы, увидели Пресвятую Богородицу, которая снимает с себя покров с головы, и надо сказать, что ризы Пресвятой Богородицы хранились в этом Блахернском храме. И вот они видели, как Святая Богородица снимает с себя покров и покрывает как бы город, как бы защищая его. И действительно, враги отступили, и таким образом город Константинополь был спасен. Покров Пресвятой Богородицы – один из самых популярных, скажем так, праздников. Это очень чтимый праздник в русской православной церкви. И мы знаем, что, например, в XII веке в России, на Руси, было построено огромное количество храмов в честь Покрова Пресвятой Богородицы, один из которых знаменитейший храм Покрова на Нерли. И вот этот факт довольно любопытный, если иметь в виду, что греки почти не знают этого праздника. Он не вошел в месяцеслов и в богослужебной традиции Византийской церкви. И, в общем-то, воспринимается как чисто русский праздник. Трудно понять, почему. Также непонятны как бы исторические события и к каким именно событиям относится этот праздник. Дело в том, что, естественно, город Константинополь держал осаду много-много раз в своей длинной истории. Вот в X веке, например, держал осаду со стороны сарацинов и также болгар. А вот в IX веке в осаде город держали руссы, которые примерно в это время и входят в историю и в византийские летописи. Некоторые проповедники и богословы, пытаясь объяснить вот тот странный факт, что на Руси этот праздник получил такую удивительную популярность, ссылаются на тот факт, что якобы этот юродивый Андрей и эти юродивые Андрей и Епифаний имели именно русское происхождение, то есть были русы, они сами. Но мне кажется, тот факт, что именно на Руси этот праздник стал настолько популярным, очень интересно. Особенно если действительно те враги, которые держали осаду Константинополя тогда, были русы. Потому что нам это говорит о том, насколько история непредсказуема и неоднозначна. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который приходится сейчас в середине осени, когда становится холоднее, особенно в России, и даже местами выпадает первый снег, он нам напоминает о том, что у нас есть заступница. И, как говорит Лермонтов, теплая заступница мира холодного. Действительно, в нашем холодном мире мы иногда нуждаемся в какой-то теплоте духовной, чувство, что кто-то нас защищает. Вот я помню, когда я был совсем маленьким, наверное, мне могло быть 3 или 4 года, я играл дома, упал, как-то немножко мне стало больно, я заплакал и пошел искать маму, а мамы не было дома, она была на работе. Я помню, что я не знал, как быть, и вдруг я нашел у входа в прихожей мамино пальто. Я обнял это пальто, в котором был запах и шоп мамы, и это для меня, это было тогда для меня утешение.
Я думаю, что Пресвятая Богородица нас действительно защищает в холодные, в трудные времена. Наверное, вот именно в такое время, как сейчас, особенно.